Всем известный Аль Капоне, лицо со шрамом, родился на оживленных улицах Бруклина, в сердце итальянского квартала, где улицы были наполнены гомоном на родном языке его родителей, неаполитанском. Семейный уклад и кланы привлекли его в мир преступности еще в подростковом возрасте. С 13 лет Аль присоединился к банде «Пять углов» в Нью-Йорке, где занимался подпольной игрой и вымогательством. Именно тут на его щеке появился знаменитый шрам, заработанный в уличной драке, который впоследствии стал визитной карточкой Капоне, хотя при первой встрече он предпочитал рассказывать истории о фронтовых подвигах, которых он никогда не совершал. Его криминальная карьера начала подниматься, когда в 19 лет Капоне последовал за своим боссом Джонни Торио в Чикаго, город, который был на грани взрыва из-за сухого закона. Этот закон стал золотым дном для предприимчивых мафиози. Торио доверял молодому и амбициозному Капоне расширение своих операций, и вскоре именно Аль стал незаменимым звеном в цепочке нелегальной торговли спиртным. В чуть более 20 лет он уже бросился в криминальный мир Чикаго с головой, быстро завоевывая свое место под криминальным солнцем. Чикаго почтило его своим покровительством, и в новых условиях он вскоре начал воспроизводить свою собственную криминальную империю, построенную на алкоголе, контрабанде и хитроумных манипуляциях. Однако то, как он умел выстраивать связи, завоевывать доверие и плести интриги, до сих пор остается предметом исследований историков и криминалистов. Этот период заслуживает особого внимания, ведь впереди ему предстояло создать величайшее криминальное достояние. Но ни одна империя не может долго существовать без хитроумных союзов и опасных врагов, которых мы раскроем в дальнейшем. В 1925 году, когда Джонни Торио передал бразды правления своей империи Аль Капоне, молодой гангстер начал писать новую главу в истории криминального мира Чикаго. Именно Торио создал основу, но Капоне поднял это на новый уровень. Под его руководством система нелегальной торговли алкоголем стремительно разрослась, охватывая широкий спектр теневых операций. Сухой закон, введенный в 1920-м, создал идеальные условия для роста подпольного рынка алкоголя. Ключевые маршруты поставок шли из Канады через Великие озера и из Кубы через Новый Орлеан, что обеспечивало беспрепятственное проникновение алкоголя на территорию США. Хотя в Чикаго итальянская и ирландская мафии имели свои особые сферы влияния, сотрудничество с этими и другими этническими группировками играло важную роль в эффективности операций. Кроме нелегальной торговли алкоголем, империя Капоне контролировала азартные игры, публичные дома, рэкеты и проституцию, гарантируя колоссальные доходы для своего аутфита. Коррупция в его структуре распространена была на всех уровнях, от простых патрульных до высокопоставленных чиновников, защищая криминальное могущество Капоне. Одним из его самых верных союзников был Пол Рико, который налаживал связи с нью-йоркской мафией, в то время как Джек Гузик держал руку на пульсе финансов и контролировал проституцию. Хотя Капоне был замешан в многочисленных преступлениях, его арестовали за уклонение от уплаты налогов в 1931. Однако этот триумф был лишь началом его сложной и противоречивой дороги. В мире, полном завистников и скрытых угроз, управление такой обширной сетью становилось все более рискованным делом. Аль Капоне был не просто боссом мафии. Он управлял связями в мире криминала с хитростью, достойной восхищения. Когда он приобрел в Чикаго свою власть, вокруг него возникли как верные союзники, так и смертельные враги. Одним из таких врагов был Джо Морено, лидер Северного синдиката. Этот синдикат представлял собой реального соперника и угрозу для влияния Капоне в городе. А их противостояние дошло до точки кипения. Знаменитое убийство в День Святого Валентина, которое произошло 14 февраля 1929 года, остается одним из самых кровавых эпизодов этого противостояния. В разгар этой декабрьской резни под покровом Капоне, находившегося во Флориде, 7 членов Северного синдиката были убиты, что перевесило чашу весов в его пользу. Капоне не ограничивался союзами в криминальном мире. Его влияние простиралось далеко за пределы преступных семей. Чиновники, полицейские и даже адвокаты были вовлечены в его преступные схемы. Те, кто подкупались, обеспечивали ему крышу на всех уровнях власти и закона. Как опытный стратег, он использовал эти связи, чтобы искусно маневрировать между предательствами и угрозами. Однако отношения с Чарльзом, Лаки и Лучано, вопреки слухам, не были подтвержденными союзами, а лишь символически ассоциативными в мире организованной преступности. В мире, где льстивые друзья могут стать смертельными врагами, каждый шаг превращался в игру, где ставка была жизнь. И в этом бесконечном танце на лезвии ножа зрители всегда оставались в ожидании нового, неизвестного поворота, который мог оказаться как ударом по кошельку, так и по самому сердцу его империи. Сохранение динамики в отношениях с врагами и союзниками было для Капоне не просто необходимостью, а вопросом выживания в мире, полном интриг и опасных игр.
18 октября 1931 года. Аль Капоне был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, обвинение, которое кажется мельчайшим в сравнении с его масштабной криминальной карьерой. Судья Вилкерсон предпринял неожиданный шаг, который стал катализатором справедливого процесса. Накануне разбирательства он сменил присяжных, чтобы избежать их подкупа. Эта хитроумная тактика открыла путь к сенсационному приговору, шокировавшему и общественность, и самого императора преступного мира. Капоне получил 11 лет тюрьмы, штраф в $50 тысяч, а также должен был покрыть судебные издержки на сумму около $30 тысяч. Первым пунктом его заключения стала федеральная тюрьма в Атланте, где условия содержания позволяли некоторую степень комфорта. Однако вскоре его перевели в Алькатрас, печально известную крепость, которая стойко удерживала под контролем даже самых неугомонных заключенных. В его жизни началась честная борьба с бессилием и утратой влияния, ведь умер в 1947 после тяжелой болезни. Но этот заключительный аккорд лишь удваивает интерес к секретам, которые такой могущественный босс, как Капоне, мог утаить за железными стенами. Какими были его экстравагантные прихоти и в чем заключались его личные тайны, которые он скрывал, это еще предстоит узнать. Аль Капоне, безусловно, удивлял своим образом жизни даже в самые бурные времена криминальной деятельности. Его резиденция на искусственном острове Палм-Айленд в Майами-Бич — это не просто дом, а настоящее свидетельство роскоши и новаторских технологий. В 14 комнатах этой виллы были установлены кондиционеры, телефон, а также система безопасности, что для 20-х и 30-х годов прошлого века было чем-то неслыханным. Именно здесь Капоне провел последние годы своей жизни после освобождения из тюрьмы, умирая в 1947 году. Известность Капоне как любителя роскоши проявлялась и в его страсти к дорогим импортным сигарам и итальянским костюмам, шитым на заказ. Ему нравился джаз, и это не просто слухи. На его вечеринках выступал великий Фэтс Уоллер, буквально заставленный это делать. Такое событие говорит о его влиянии и безудержной любви к музыке. Как искусный стратег, он создавал имидж респектабельного бизнесмена, чтобы защититься от властей, а также поражать друзей и врагов масштабом своих приемов и банкетов, наполненных изысканными блюдами. Несмотря на свой криминальный облик, Аль Капоне оставался человеком семьи. Он искренне заботился о сыне Альберте и демонстрировал щедрость как в кругу друзей, так и в плане благотворительности, показывая своим близким непротиворечивую любовь. Эта двойственность подтверждена многими биографиями. Как Капоне, будучи безжалостным боссом, умел сочетать жестокость и преданность, что делало его настоящей загадкой. Он был осужден и отправлен в тюрьму по обвинению не в насилии или множественных убийствах, а за уклонение от уплаты налогов, что ирония судьбы, разорившая его криминальную империю. Такой поворот событий вызывает вопросы. Какие секреты этот величественный гангстер унес с собой? Еще предстоит открыть тайны, спрятанные в лабиринтах богатства и тайных союзов. Капоне, прославившийся своим неуправляемым влиянием и невероятной роскошью, долгое время оставался фигурой, окутанной мифами. После его ареста и заключения в печально известной тюрьме Алькатрас в 1934 году слухи о спрятанных богатствах расползлись, словно лесной пожар. Однако, несмотря на многочисленные догадки и предположения, ни одного подтвержденного тайника найдено не было. Многие пытались найти так называемые тайники или хранилища Капоне. Одна из самых известных попыток раскрыть его секреты произошла в 1986 году, когда программу в прямом эфире транслировали из отеля «Лексингтон» в Чикаго. Надежды были высоки, зрители ожидали найти горы золота или оружия. Но, увы, хранилища оказались пусты. Легенды о скрытых сокровищах, содержащие золотые монеты и драгоценные камни, продолжают будоражить умы охотников за артефактами. Но на деле все это осталось лишь частью популярной культуры без документальных подтверждений. Теоретически его невероятные доходы могли быть замаскированы под неприметными местами, но до сих пор ничего этого не подтвердилось. Несмотря на тщетные попытки расследований, поиск продолжается. Существует мнение, что настоящие секреты Капоне могут скрываться не в физическом золоте, а в его связях и деловых схемах. Но это уже история для более внимательного расследования, полного интриг и таинств, которые ведут нас к миру еще не разгаданных стратегий одного из самых известных боссов мафии прошлого века. Особняк Аль Капоне на Палм-Айленде вызывает восхищение и трепет до сих пор. Построенный в 1922 году, этот дом стал для знаменитого гангстера идеальным убежищем, когда он приобрел его в 1928 за $40 тысяч. Сумма, равная примерно 650 тысячам долларов в современных ценах. Просторный особняк площадью около 6 тысяч квадратных футов включал в себя 4 спальни, бассейн и док-станцию на участке площадью 30 тысяч квадратных футов. Капоне не жалел средств на его
его укрепления, потратив эквивалент $3 миллионов на защитные меры, среди которых были рвы, высокие заборы, прожекторы и наблюдательные пункты для охраны. Ставший известным благодаря этим реальным укреплениям, дом Капоне до сих пор является объектом множества слухов и историй. Хотя некоторые рассказы о тайных туннелях и скрытых комнатах можно отнести к мифам, сама архитектура здания и меры безопасности действительно делали его подобием личной крепости, где сам легендарный мафиози чувствовал себя в относительной безопасности от правосудия и конкурентов. Судьба дома тесно переплетена с последними годами жизни Аль Капоне, который проживал здесь после освобождения из тюрьмы, борясь со здоровьем и отрядив свое блестящее прошлое. Он умер в 1947 году от сердечного приступа в стенах этого особняка. Его жена владела домом до 1952 года. После смерти Капоне дом несколько раз перепродавался и приобрел историческую ценность. Его нынешний владелец Тодд Майкл Глейзер планирует снести особняк, что навсегда изменит ландшафт Палм-Айленда, однако оставит неизменными легенды, которые будут будоражить воображение любителей историй о мафии и роскоши. Но путешествие в прошлое Капоне не завершено. Еще более загадочные факты связаны с его знаменитыми встречами в море, о которых стоит узнать больше, чтобы раскрыть остальные страницы этого восхитительного и многоликого повествования. Погрузимся в загадки и измышления прошлого, которые питают интерес к одной из самых известных фигур мафиозного мира — Аль Капоне. Хотя байки о романтических морских путешествиях на мифической яхте Энфлорадо могут звучать захватывающе, истинные истории прячутся в тени его знаменитого убежища — особняка во Флориде. Особняк находился на острове Палм-Айленд и не был просто символом роскоши, но и местом стратегических встреч и уединения от городского шума. Построенный в 1922 году, этот шедевр в испанском колониальном стиле был значительно укреплен после его приобретения Капоне в конце 20-х годов. Капоне создавал вокруг себя атмосферу неприступности благодаря высоким оградам, рвам и тщательно охраняемым постам. Интерьеры особняка поражали роскошью. Изысканные декорации соседствовали с современными удобствами тех лет. Здесь, вдали от любопытных глаз, проходили значимые встречи, отмеченные присутствием влиятельных лиц. Бассейны, некогда самые крупные частные во Флориде, а также гостевой дом, использовались для отдыха и развлечений, не отвлекая от важных переговоров. После заключения в Алькатрасе Капоне нашел утешение в своем особняке на Палм-Айленде, ставшем его последним пристанищем. Аль ушел из жизни в 1947 от сердечного приступа, а его вдова владела домом до 1952 года. Именно эти стены хранили истинные секреты Капоне, которые остаются под покровом интригующих загадок и будут захватывать умы исследователей еще долгие годы. Впереди еще более глубинные страницы его жизни, которые могут пролить свет на неразрешенные тайны того времени. Среди многочисленных темных страниц истории Аль Капоне одной из самых интригующих остается легенда о проклятии, которая, как гласят слухи, тяготела над его семьей. Это не более чем городская легенда, и на самом деле судьба Капоне и его родственников была обусловлена другими, куда более материальными причинами. Упадок Аль Капоне начался не из-за мистических сил, а из-за правосудия и его собственных проблем со здоровьем. В 1931 году Капоне был осужден за уклонение от уплаты налогов и приговорен к 11 годам тюрьмы. Это стало первым шагом к его освобождению от власти, ведь, находясь за решеткой, он терял контроль над своей империей. Одновременно с этим ухудшалось его здоровье. Во время заключения в Алькатрасе проявились симптомы нейросифилиса, от которых Аль стал страдать все больше и больше. Этот диагноз объясняет серьезные изменения в его поведении и в конечном итоге стал причиной его смерти в 1947. Его сын Альберт также столкнулся с трудными испытаниями в жизни, но это были последствия общественного внимания к его семье и клеймо, которое наследовал он от отца. Возможно, именно эти реальные обстоятельства и стали основой для слухов о проклятии, преобразованных временем и фантазией в историю о мистическом происхождении бедствий семьи Капоне. Смерть Аль Капоне была не таинственной, а логическим окончанием одной из самых известных криминальных карьер. Но, несмотря на это, его наследие, как и любое касающееся мафии, остается окруженным домыслами и мифами, напоминая нам, насколько легко реальная история сливается с легендами в обаянии опасного и загадочного мира гангстеров. Однако наше путешествие еще не завершено, ведь тайные связи и нити прошлого все еще могут привести нас к новым открытиям. После яркой и насыщенной жизни Аль Капоне столкнулся с окончательной реальностью своих прежних лет. В 1939-м, выпущенный из стен печально известного Алькатраса, его путь привел его в уютный особняк на острове Палм-Айленд в Майами. Здесь, в уединении, он проводил дни, выставленные за пределы славы и влияния, которое когда-то держал. Покинув стены тюрьмы, Аль Капоне оказался в состоянии полного физического и ментального упадка. У него была диагностирована поздняя стадия нейросифилиса, и интеллект его соответствовал уровню 12-летнего
6-летнего ребенка. Он стал жертвой частичной парализации, потерял память и утратил способность ориентироваться в пространстве. Это все усугублялось ухудшением общего здоровья, вылившимся в серьезные заболевания, отравляющие последние годы жизни Капоне. Пока его прежние связи и власть медленно угасали, его жена Мэй оставалась незаменимой опорой, окружая мужа заботой и вниманием. 15 лет тюремного заключения, начиная с 1931 года, когда он был обвинен в уклонении от налогов, разрушили его криминальную империю. С октября 1931 Аль Капоне погружался в свой заключительный путь от всесильного императора преступного мира до человека, погруженного в мир тишины и болезней. Смерть настигла его 25 января 1947 года после сердечного приступа и осложнений, вызванных пневмонией и инсультом. Ему едва исполнилось 48 лет. Последние шаги босса мафии были тихими, далекими от шумных праздников и джазовых вечеринок его прошлого. Эти года были окрашены раскаянием, болезнью и осознанием утраты той силы и власти, которые некогда были его визитной карточкой. Однако в насмешливом повороте судьбы легенда Аль Капоне осталась живой и после его смерти, скрывая множество неразгаданных тайн и загадок. Но наш путь пока не завершен. Еще остаются дневники и письма, которые могут пролить новый свет на его истину. После смерти Аль Капоне, покоившегося в своем доме на Палм-Айленде, в 1947-м мир пытался лучше понять загадочную личность этого легендарного мафиози. Хотя слухи о скрытых дневниках и письмах сильно преувеличены, в наследии Капоне остались некоторые важные заметки. Например, одно из известных писем, отправленных сыну из Алькатраса, дает зрителю частичное представление о человеческой стороне этого сурового криминального деятеля. Его жизнь, омраченная нейросифилисом, постепенно лишила его способности руководить и манипулировать людьми, как это было в лучшие годы. Здоровье стремительно ухудшалось, и он постепенно терял контроль над своей импанией. Активное участие в делах стало для него невозможным. К тому же разрушающая болезнь влияние на его ментальное состояние. Последние годы жизни он был лишь тенью того мощного босса, которого знали в криминальном мире. Болезнь парализовала его привычные действия, и Капоне отошел на второй план. Письма, которые иногда всплывают на аукционах, представляют интерес как раз на уровне человеческих семейных связей, показывая другую, более интимную сторону его характера. Они не повествуют о философских раздумьях или великом раскаянии. Вместо этого они подчеркивают, как искал покой человек, шедший по скользкому пути преступности. Он был похоронен на кладбище Маунт-Оливет, но позже его прах был перезахоронен на кладбище Маунт-Кармел, где он, видимо, нашел свое окончательное место упокоения. История наследия Аль Капоне через его записки и письма не рассказывается столь яркими красками, но все равно она показывает нам портрет человека, пережившего взлеты и падения. Впереди не просто мифы, а новое тысячелетие исследований, когда современные расследования могут снова воскресить интерес к этой захватывающей и загадочной фигуре. В 20-х и 30-х годах прошлого века Аль Капоне стал воплощением эпохи сухого закона, периода, когда организованная преступность достигла небывалых высот. Однако его не арестовали за обширные убийства или контрабанду. Он был осужден за уклонение от уплаты налогов, что стало вторжением государства в ранее защищенную сферу криминальных боссов. После его смерти в 1947-м от нейросифилиса слухи о его закопанных сокровищах и тайных делах не утихли. Современные технологии, такие как георадары, сейчас помогают исследователям Нью-Йорка и Чикаго изучать потенциальные скрытые структуры и тайники, ассоциируемые с Капоне. Но пока значительных открытий, которые подтверждали бы наличие сокровищ, не было. Диджитализация архивов открыла новые горизонты для изучения его деятельности и окружения, позволяя исследователям соединять пункты, ранее считавшиеся несвязанными. Историки и аналитики обращаются к газетным публикациям, судебным отчетам и переписке Кубы и Чикаго, чтобы осветить политическое и социальное влияние Капоне. Хотя значительных открытий пока нет, интерес к личности Капоне и его наследию продолжает расти. С каждым шагом исследователи надеются приблизиться к разгадке таинственных тайн, окружавших его жизнь и смерть. Исследования продолжаются и в будущем могут лучше раскрыть театр его деятельности. Возможно, именно новшество и современный подход помогут пролить свет на истинные тайны одного из самых неуловимых и загадочных персонажей криминального мира.